Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о том, что мы можем делать в огороде, в саду, в теплице, в доме и с нашим здоровьем в период с 30 сентября по 4 октября 2022 года. Начинаем наш выпуск с агрогороскопа и рассмотрим все дни с 30 сентября по 4 октября включительно. Первые – это важные такие дни, это время нахождения уже растущей Луны в знаке Стрелец. 30-го, здесь энергии Стрельца начнутся в 7 часов 4 минуты. До этого периода была Луна без курса. 1 октября в знаке Стрелец и воскресенье день будет разделен, потому что начинается энергия Козерога только в 10 часов 38 минут. Но до этого времени с 0 часов 48 минут это время Луны без курса. Поэтому мы второе отдельным днем сейчас будем рассматривать, а вот пятница и суббота 30 сентября и 1 октября в Стрельце рассмотрим, что мы можем сделать это сразу эти 2 дня. Итак, после 8 часов 30 и все сутки 1 октября можно сеять сидираты в теплицах, на юге в открытом грунте. Различные сидираты подходят для Стрельца, но особо Стрелец покровительствует зерновым. Это озимая рожь, овес, озимую пшеницу, озимый ячмень. Что у кого есть, тот и сеет эту культуру, вернее семена этих культур. С рассадой в Стрельце не работаем. Для цветов, которые у нас на улице, сейчас уже созрели семена многих сортов, собирайте семена. Выкапывайте луковицы для хранения. Если уже выкопаны, готовьте луковицы на закладку для хранения. Для комнатных растений актуальна по-прежнему защита от вредителей и болезней. Поливы в дни стихии огня проводить бесполезно, растения не воспринимают, а от подкормки делать опасно. В саду самое горячее время сбор урожая, а также закладка этого урожая на хранение. Стрелец, растущая Луна, никаких обрезок не делаем. И не делаем зеленых операций. Сбор урожая, любой сбор, это и овощи, и фрукты, ягоды, прекрасное время в Стрельце 30 сентября и 1 октября. Заготовки в этот период прекрасно получается, но квасить капусту в это время нельзя. Настойки очень хорошо в это время делать, особенно вкусные и красивые настойки получаются из ягод в это время, да и вино хорошо делать, так что используйте этот период. Ну и лекарственные травы тоже в это время хорошо собирать. Стрелец – это время сбора вершков, то есть можно ягоды в это время, листики, цветочки, что у кого есть, то и собираем. Рыбалка в знаке Стрельца, к сожалению, не очень хорошее время. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. А теперь давайте этот день 2 рассмотрим. Будем отдельно рассматривать каждый день, потому что у меня есть дополнительное уточнение по нахождению Луны в знаке Козерог, и здесь каждый день имеет свои особенности. Поэтому 2 октября Луна переходит в знак Козерог в 10 часов 38 минут. Но пока энергии успокоятся и будут работать уже продуктивно, начиная с 12 часов дня хорошо сеять семена сидиратов, салатов, а также различных вершков. Для тепличников, кто выращивает различные овощные культуры, готовая рассада, пожалуйста, с 12 часов тоже можете высаживать рассаду. А тот, кто собирается только сеять, тоже высевайте семена вершков, только вершки. Очень много вопросов. Посадка чеснока. Это, смотрите, уже завершающая фаза, первая фаза. И далее 2 фаза – это время для получения зеленой массы и урожая над землей. Поэтому, пожалуйста, да, будет в Козероге чеснок, но это будет зеленая масса и очень мелкий чеснок. Мы уже это проверяли.
Идем дальше. С рассадой в этот день работаем после 12 часов. Любые виды работы. Посадка рассады в теплице, те, кто меня спрашивал. Перевалка различных растений, в том числе и комнатных. Пересадка. Все в это время после 12 часов актуально. Для цветов, снова же, кто-то еще будет высаживать, пересаживать, перевалку делать, цветы в теплицах. Тоже очень актуально. Кстати, вот если вы хризантемы перевалку делаете, очень тоже хороший период. Для комнатных цветов в этот период после 12 часов и до 18 часов постарайтесь нарезать черенки и укоренять черенки. Я здесь дальше пишу, что нет зеленым операциям. Но в данном случае укоренение черенков на растущей луне и нарезка черенков – это всегда исключение из правил. Итак, мы идем по 2 октября дальше. Поливы в это время, после 10 часов, прекрасное время. Подкормки проводим в вечерний период, это очень хорошо. Ну, а в саду с 12 часов дня, после 12 часов можете нарезать череночки для укоренения. Только нарезка черенков, это не массовая срезка и обрезка садовых растений. Нужно очень аккуратно с этим быть. Только нарезка черенков ровно столько, сколько для укоренения нужно. И очень актуально в саду в этот день, после 12 часов до 18 часов, высаживайте все саженцы садовых растений. Ну, назову, потому что кто-то говорит, хочу еловые посадить, кто-то говорит, хочу плодовые. В общем, все ягодные, плодовые, еловые, все посадки саженцев садовых растений, цветочных, декоративных, все в этот период высаживаем с 12 до 18 часов. Зеленые операции в том плане, в котором мы обычно их воспринимаем, их не проводим. Сбор урожая – прекрасное время, и стрелец, и козерог, заготовки тоже качественные получаются. А вот квашение капусты с 12 часов начинается, это время козерога. Настойки делаем целые сутки, сбор лекарственных трав тоже. Кстати, рыбалка после 12 часов должна быть неплохой. По мнению наших друзей, в Козероге неплохо еще, первая фаза, неплохо ловится рыба, но больше всего мелочь. Для комнатных растений после 12 часов актуальна посадка рассады. И рассады – это то, что меня спрашивали, у кого уже готова рассада на подоконнике выращивать зимой. Вот, пожалуйста, высаживайте контейнеры и старайтесь побольше вот эти контейнеры, горшки, для того, чтобы у вас растения имели большую часть для развития корневой системы. Ну и очень актуальны поливы и подкормки. Лучше это сделайте уже в вечернее время вместе с поливами и подкормочки. Идем к 3-му. Снова тут у нас очень интересный период. 3 октября переход Луны из первой во вторую фазу в 3 часа ночи 15 минут, плюс-минус 12 часов. Поэтому вот с 15 часов 30 минут можно будет снова же сеять сидираты, сеять салаты, вершки, заниматься посадкой рассады с 15 часов 30 минут. Пожалуйста, до 15:30 нельзя это делать. Посадки и посевы не делаем. Утром у нас это время выходное для этих дел. Ну а поливать и подкармливать можете круглосуточно. В саду снова же до 15:30 не высаживаем саженцы, а только с 15:30 можем высаживать любые саженцы садовых растений, а также можно нарезать череночки для укоренения. Вот это у нас вот такой период с 15:30 до конца суток. Зеленые операции не проводим, собираем урожай, заготовки здесь нету никаких ограничений, квашение капусты во времени ограничений нет, настойки, сбор лекарственных трав то же самое. Рыбалка рано утром и в течение дня тоже неплохо будет ловиться рыба.
И вот завершает этот день у нас работа с комнатными овощами. С 15 часов 30 проводим посадку, если не завершили второго, значит, третьего довысаживаете рассаду с 15:30 до конца суток. Пересаживайте, переваливайте все, что нужно делать с рассадой, поливайте и подкармливайте круглосуточно. Идем дальше. 4-го. Видите, как этот Козерог у нас, Луна в Козероге в месяце октябре вот начинается по кусочкам, вот это такой период. Итак, у нас Луна без курса 6 часов 51 минуты до 13 часов 21 минуты. Это время перехода в знак Водолей. Что же у нас остается чистого времени, которое можно использовать? Это для тех регионов, где вот у них в этот период начинается уже световой день, поэтому они попросили меня тоже вот этот момент рассмотреть. Итак, что можно 4 октября сделать? С 0 часов и до 5 часов утра, только до 5 часов, самое крайнее 5:30, можно еще посеять седераты, салаты и вершки, вершковые овощные растения. С рассадой работаем с 0 часов до 5 часов утра, пожалуйста. Крайний срок 5:30. Для цветов укоренение черенков с 0 часов до 5 часов утра. Комнатные цветы то же самое. Перевалка, посадка, пересадка с 0 часов до 5 часов. А вот дальше поливы проводим до 11 часов. Дело в том, что в 13:21 это уже начало работы энергии Водолей, стихия воздуха, это время дыхания. Но не нужно ждать до 13 часов, а нужно дать возможность полить растения, и чтобы вода впиталась, и дать воздух корням. И подкормочки, пожалуйста, если вы под корень, это растущая луна, то проведите до 10 часов утра. В саду с 0 часов до 5 часов утра это нарезка черенков и укоренение черенков. Кстати, в саду в эти все дни, независимо от времени, можно заниматься уборкой урожая. Ну вот мы дальше об этом будем говорить. И зеленые операции не проводим. Актуальны зеленые операции сейчас на овощных растениях, но мы их пропускаем. Это растущая луна. Сбор урожая до конца дня. Прекрасное время, потому что Водолей тоже приветствует эту работу. Заготовки прекрасно. А вот квашение капусты, обратите внимание, в Водолее получается сухая капуста. Поэтому завершите квашение капусты до 12 часов дня 4 октября. С 0 часов и до 12 часов дня. Настойки делаем в этот день. Прекрасно получится. Сбор лекарственных трав тоже круглый день. Ну а рыбалка уже в этот период не рекомендуется. Для комнатных овощей поливы, подкормки проведите, пожалуйста, с 10 до 11 часов утра. Продолжаем наш выпуск. Следующий раздел «Луна для дома, для здоровья» с 30 сентября по 4 октября 2022 года. Время киевское, напоминаю. Вот поговорим сейчас о энергии, потому что все ждут, когда же наконец можно что-то уже начинать, какое-то новое дело и делать большие покупки. Будьте внимательны, посмотрите, пожалуйста, вот какие у нас энергии. До 2 октября включительно Меркурий у нас ретроградный. Ну, а затем несколько дней нужно обязательно, чтобы начал движение Меркурий. Но здесь будут очень интересные события происходить. С 30 сентября по 10 октября Меркурий находится в оппозиции с Нептуном. Хочу сразу сказать, что у вас будет все время состояние такое, должно быть, включите себе такое состояние, не верь своим глазам, потому что в этот период смотришь товар как будто бы один, видишь одно, цена одна, а в конечном итоге на кассе оказывается цена другая, а дома проверяете качество совсем третье. Поэтому будьте внимательны. В этот период покупки очень опасно покупать. Сразу же скажу, что уже запланируйте себе все покупки крупных товаров, каких-то техники, недвижимость и так далее. Ну, желательно все делать с 10 по 23 октября. Это я наперед, потому что весь месяц очень сложный. Вот есть такой период с 10 по 23 себе запланируйте и начинать дело хорошо, и в этот период покупки планируйте.
Ну, идем дальше по энергиям. С 30 сентября у нас квадратура, особое напряжение Марс-Нептун. Но в оппозиции со 2 Меркурий и Нептун. Далее квадрат Нептун, Меркурий, Марс. С 1 октября по 23 Венера и Солнце в весах. И плюс ко всему, вот с 1 у нас ожидается октября магнитные бури. Очень интересный такой сложный снова же период. Осень вообще у нас сложная. Ну вот теперь получается, что, смотрите, у нас очень сложно весь период. И даже начало у нас и сентябрь бы сложный. И еще несколько слов о погоде. Вот я вам говорила, что у нас и Тау квадрат, Нептун, Меркурий, Марс. Я наблюдала в один из годов, просто уже сейчас по памяти не назову, но тогда как раз было вот противостояние Марс-Нептун, и в ноябре месяце был период, такая гроза была. Поэтому вот этот период, когда Марс в оппозиции, в напряженном аспекте с Нептуном, здесь и тепло, периоды тепла, и резкие вот эти, и циклоны, и антициклон устанавливается, и жара, и холод, и могут быть заходить вот эти циклонические массы, и могут быть резкие такие вот осадки в виде грозы, и даже град может наблюдаться. Поэтому будьте внимательны в этот период по погоде, я вам немножечко дала подсказку. Снова же в каждом регионе будет своя погода. Но снова же возвращается тепло, и Марс об этом позаботится. И тем более Венера и Солнце в весах. Тоже стихия как раз воздуха, и это тепло. Так что у нас бабье лето ожидается в этот период. Уже сейчас уже ощущается, мы сегодня записываем. Было очень холодно до этого периода, даже ночью плюс 4, плюс 5 это юг, а вы сообщаете о том, что уже было минус 2, у кого-то 0. Поэтому вот этот период потихонечку холод уйдет. У нас сейчас будут править в оппозиции Марс и Нептун. Ну, Меркурий тоже свою какую-то задачу будет выполнять. Венера и Солнце в весах. Все вместе будут трудиться на вот этой погодой, которая нам будет предоставлена в виде более-менее теплой погоды, и можно будет еще работать в саду и на огороде, тем более в теплице. Ну вот мы разобрались с энергиями, разобрались с покупками. Пишу время самообмана, нужно проверять товары, цены. Вот этот весь период, который мы рассматриваем с 30 сентября по 4 октября. Теперь рассмотрим, пожалуйста, давайте вот этот период, когда у нас будет время стихии огня работать в тех делах, которые нам нужно для того, чтобы в доме было тепло и уютно, чтобы наше здоровье было добрым. Поэтому смотрите, 30-го пятница, суббота, и практически до обеда еще будет работать стрелец. 2 октября здесь огонь. И, кстати, пожароопасная ситуация. Будьте внимательны. Здесь может быть пожар, причем не в ожиданном месте. И другой раз это могло бы не произойти. А вот здесь очень быстро может быть пожар. Будьте внимательны с камином, с печкой и не только. Итак, у нас 30 октября, 1 и 2 мы разобрались, что здесь очень опасно с огнем. Теперь идем к нашей голове. Стрижка волос. Вот, наконец-то дождались. В Стрельце можно стричь волосы. Практически можно и 2 почти весь день. Ну, до обеда постарайтесь со стрижкой завершить. Стрижка ногтей тоже хороша. А вот красить волосы в Стрельце не рекомендуется. Можно только вечером 2, но лучше перенесите это дело, ну, чуть-чуть позже мы об этом поговорим. Мыть волосы очень хорошо в эти дни, 30 сентября, 1-2 октября. Уход за кожей. Вот в Стрельце эффекта не будет. А вечером уже, вот вечером за кожей, вот эти питательные маски, пожалуйста, очень хороший будет эффект. Очистка кожи. Это растущая луна не проводим. Очищение организма, растущая луна, и в этих знаках не проводим. Для рукоделия у нас 2 дня не подходят. Единственное, что в Козероге уже начинаются эти энергии, можно 2 октября к
творить, созидать. Растущая луна, приходят очень интересные идеи, записывайте, рисуйте, а затем осуществляйте. Ну и здесь очень хорошо и работать. Для теста в Стрельце нужно добавлять жидкость чуть-чуть больше, чем по рецепту, или же уменьшать количество муки. А вот уже второго это будет норма. Для стирки и уборки я не рекомендую эти дни и сама не люблю это время делать. В Стрельце очень плохо стирается, ну и быстро высыхает. Те части, которые нужно помыть, все время замачиваешь, и не так быстро отмачивается, как вот можно делать будет чуть-чуть позже. Перенесем на воскресенье эту работу. Ремонт в это время 30 сентября, 1 октября, хорошо. Проветривание вещей, если нету циклона. Смотрите за прогнозами синоптиков. Очень часто в последние годы именно в стихии огня приходят такие кратковременные, но циклоны с осадками. Так что, тем более, что у нас, смотрите, оппозиция Меркурий к Нептуну, вот, квадратура Марс-Нептун. В общем, энергии очень напряжены, поэтому не оставляйте вещи для проветривания и не уходите из дому. Нужно быть все время начеку. Вот здесь мы рассмотрели по 1 октября. Теперь смотрим воскресенье еще. Вот мы уже часть вот этих задач выполнили, разобрались. Теперь, что можно делать по поводу стирки вот второго? Второго можно после 11 часов начинать стирать и убирать после 11 часов. Козероги прекрасно получается это все. А вот ремонт и проветривание вещей – это некачественная работа, поэтому не делаем. Ну а теперь еще остались 2 дня. Это у нас 3 и 4 октября. Здесь у нас энергии очень интересные, поэтому нужно очень внимательно здесь тоже рассмотреть эти дни. Смотрите, 3-го стричь волосы не рекомендуется. А вот после 14 часов можно уже будет 4-го. Стричь ногти после 14 часов можно. Почему нельзя? Напомню, что у нас переход Луны с 1 во 2 фазу. И здесь практически весь световой день, здесь будут такие сложные энергетические состояния, поэтому не трожьте волосы, ногти. Лучше поздно вечером уже можно, вот, если вы это делаете. А лучше вот с 14 часов можно начинать вот эти работы уже 4-го. Что касается покраски волос, то 3-го и 4-го лучше покраску проводить органикой. Это знак стихии воздуха, это знак стихии корня. Лучше всего работает органика. Современные краски есть дорогие, но они есть, и работаете с органическими удобрениями. Мыть волосы в это время хорошо. Уход за кожей тоже у нас хорошо, потому что, желательно, конечно же, до обеда, вот 4-го, в дни Козерога, это дни корня, очень хорошо впитываются вот эти питательные маски, крема. Используйте это время. Очистка кожи. Дальше продолжается растущая луна. Очищение организма пока не проводим, эффекта не будет. Далее рукоделие у нас все дни практически прекрасно. Для теста нормально, норма. Для стирки, вот когда можно генеральную стирку затеять. Правда, это понедельник, вторник, у вас в разное время работа, а многие дома не работают. Поэтому планируйте понедельник, вторник, прекрасно будет и генеральная стирка, и генеральная уборка. Ну а для ремонта и проветривания вещей в эти дни просто нет места, потому что здесь будет некачественный и ремонт, и вещи будут притягивать к себе влагу и неприятные осенние запахи дыма. Луна для нашего здоровья. Итак, 30 сентября, 1 октября и половина 2 дня, 2 октября, это будут энергии Стрельца. А в Стрельце уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. В этот период очень опасна для печени различная острая еда, и в этот период нужно беречь свое состояние, быть спокойным, умиротворенным, потому что в этот период организм ослаблен. Требуется спокойствие
и высококалорийное питание. А теперь поговорим о том, какие операции можно и что нельзя делать в дни Стрельца. То есть 30 сентября в пятницу, а также в субботу-воскресенье 1 и 2 октября. Нельзя проводить в этот период операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери, а также в это время не проводятся ортопедические операции. Будьте внимательны, в это время обостряются такие болезни, как цирроз, гепатит, это у нас все связано с печенью. Далее обостряется гипертония, ишемическая болезнь сердца и очень опасны различные бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Буквально несколько слов о том, что когда-то у нас всего-навсего год-два были опасны вот это заболевание, о котором все говорили о ковиде. Вот сейчас может возобновиться новая волна. Вот это с 30 как раз сентября начинается. Плюс еще расположение планет. Нептун у нас за это отвечает. И очень опасно в это время простужаться и находиться там, где много народа, чтобы не прихватить вот эти инфекционные заболевания. Они уже мутировали, но они есть, и тем более, что переход сейчас с теплого времени в холодное очень опасно. Берегите, пожалуйста, себя. Ну, а что можно лечить в это время? Очень хорошо лечить органы дыхания. Это ангины, бронхиты, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, мигрени, гипер- и гипотонии, а также заболевания щитовидной и вилочковой желез. И, кстати, снимки делать в это время как раз не так опасно, как в другие периоды. Так что исследуйте с помощью различных снимков ваше тело для того, чтобы определить какое-то заболевание. А теперь рассмотрим продолжение вот этой рубрики и рассмотрим после обеда 2 октября, когда начинаются работать энергии Козерога. Растущая Луна в знаке Козерог с 10 часов 38 минут. Но еще утром уже это ощущается. Идет наложение энергии Стрельца на Козерог, Козерог на Стрелец. Ну вот утро практически и Козерожье, и Стрельцовое. Мы уже об этом только что говорили, что касается Стрельца. Итак, теперь рассмотрим Козерожье задачи для нашего здоровья 2, 3 и 4 до обеда, но энергии будут работать практически почти весь световой день, а уже позже к вечеру будут работать энергии Водолея. Что с Козерогом нам, вот на что обратить внимание 2, 3 и 4. В эти дни уязвимы желчный пузырь, скелет, костная система, то есть все наши кости, суставы, сухожилия и особенно колени. А теперь внимание! Вот 2, 3 и 4 будьте внимательны те, кто собирается к стоматологу, хотя 2, казалось бы, воскресенье, эти походы к стоматологу перенесите на другое время, потому что Луна в Козероге. В этот период нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге и нельзя удалять зубы. Внимание! Важный момент. Не бегайте, не падайте в этот период, потому что именно в эти дни велика опасность переломов. Напоминаю, в Козероге обостряются такие болезни, как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. А теперь то, что можно делать, что можно лечить в это время. А можно, кстати, проводить операции на легких, на желудке. Вот это 2 органа, части органов, на которых можно проводить операции, на легких и на желудке. А также в это время эффективное лечение астмы,
эффективное лечение заболеваний дыхательных путей, а также диабета, гастрита, гастроэнтерита, болезней желудка, язвы и двенадцатиперстной кишки. Ну, а более подробно мы поговорим о периоде уже вечера 4 октября, когда Луна уже перейдет в знак Водолей. Напомню, что в Водолее уязвимы зрение, кровеносная и нервная система. Могут быть активированы неврозы различные, геморрой, тромбофлебит и варикоз. Но более подробно мы рассмотрим вот эти особенности, что касается нашего здоровья, в следующем нашем специальном выпуске. Что ж, наш сегодняшний выпуск подошел к завершению. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик желают вам здравия, мира и тепла, а также уюта в ваших домах и квартирах. Всего вам самого-самого доброго. Мира, мира, мира. Мира там, где вы живете, мира в вашей душе, мира в вашей семье, мира в вашем доме. Ну а мы прощаемся. Всего-навсего до следующего видео. Пока-пока!